С момента начала украинского контрнаступления прошло уже 5 месяцев, последний из которых у Украины практически не было продвижений. И даже напротив, на большинстве участков фронта атакует Россия, перехватывая тем самым инициативу. Тем не менее, характер боевых действий и продвижение обеих сторон за прошедший год показывают, что ситуация на фронте зашла в стратегический тупик. Ни одна из сторон на данный момент не способна одержать победу военным путем. Россия не сможет захватить Киев, а Украина сейчас не способна выйти к границам 1991 года. А значит, наиболее вероятным сценарием может стать именно внутренние изменения в какой-либо из стран, которые приведут к окончанию войны. С одной стороны, Россия в этом плане имеет больший запас прочности. У нее больше страна и многочисленнее население, мощнее экономика и промышленность, а также боевые действия идут преимущественно не на ее территории. Но в то же время на нее наложены беспрецедентные санкции, и у России практически нет союзников в отличие от Украины. И самое главное, Россия ведет захватческую войну, и стоит ей ее прекратить, выведя свои войска из Украины, жизнь россиян вернется к прежнему состоянию. И если это осознает критическое количество россиян или группа влиятельных лиц, которые будут готовы на действия, то вполне возможно, что свержение власти и приведет к окончанию войны. К тому же, как показал поход Евгения Пригожина в июне, для этого не нужны большие силы, а россияне в целом вполне готовы убивать друг друга, как это было с российскими пилотами и войсками группы Вагнер. Украина же, напротив, не может себе позволить проиграть, так как это будет означать ее уничтожение. И несмотря на все попытки раскачать ситуацию изнутри на протяжении многих лет, сейчас украинские институты устойчивы, а войска подчиняются централизованной системе. Картина сегодня совершенно обратна той, что была в 2014 году. Теперь у России множество вооруженных формирований, часть которых лишь условно подконтрольна центральной власти, и в случае дестабилизации они явно не готовы становиться на защиту российского руководства, как это происходило во время марша Пригожина. А теперь давайте посмотрим, как ситуация на фронте изменилась за месяц. Сватовское направление. Линия фронта тут практически не претерпела изменений, несмотря на то, что россияне начали атаки в направлении Купянска еще в августе. Бахмутское направление. На юге от города украинские войска вышли к железной дороге, а на некоторых участках даже смогли ее пересечь. В то же время россияне предпринимают атаки на севере от города, где им удалось продвинуться на несколько сот метров со стороны Берховки и Ягодного. Авдеевское направление. Здесь Россия начала свою наступательную операцию с целью окружить город. На это она бросила значительные силы, и ценой больших потерь российские войска смогли продвинуться на 2 километра, выйдя к железной дороге на севере от города, где теперь россияне пытаются зайти на коксохимический завод. На юге от города продвижение россиян составили всего несколько сот метров. Бердянское и Мелитопольское направление. Тут линия фронта практически не претерпела изменения, хотя россияне активизировали свои контратаки, не позволив украинцам продвигаться дальше. И даже на некоторых участках отвоевали ранее утраченные позиции. Херсонское направление. Именно это направление сейчас является наиболее интригующим. Благодаря туманам и разреженности российских войск, украинским войскам за последний месяц удалось организовать несколько небольших плацдармов на левом берегу Днепра. Это все может быть отвлекающим маневром, дабы вынудить россиян перебрасывать свои войска с других направлений. Но в то же время это может быть подготовкой широкомасштабной операции форсирования Днепра, которая является очень рискованной, но в случае успеха единым ударом можно перерезать сухопутный коридор в Крым. Пока не ясно,
Есть ли у Украины силы и средства для такой операции, и решатся ли ее проводить украинские командующие? Спасибо за просмотр, поддерживайте видео лайками, подписывайтесь на канал, а также пишите свои комментарии, что думаете на этот счет.